Всем привет! Сегодня начинается наше новое путешествие, и мы хотим его начать с лайв-влога, где мы расскажем, как мы выбираем отели, как мы их бронируем, как мы оформляем сим-карты, которые нужны в другой стране. То есть, собственно, все вот такие вот нюансы от Батуми и до места назначения. Поэтому выпуск будет интересный, информативный. Сразу же поставьте лайк, подпишитесь на канал, если кто не подписан, и смотрите. Поехали! Что вот так у нас происходят сборы. Собственно, вот это все надо каким-то образом запихнуть в ручную кладь. Ну, конечно, сейчас будут какие-то вещи будут отсеиваться, которые не нужны. Но начинаем мы собираться. В 5 часов мы должны быть в аэропорту. И как бы вот за 3 часа, за 3,5 мы начинаем собираться. Забронировали жилье мы заранее через приложение Booking. Вбиваете данные, даты и количество человек, которое поедет в путешествие. Также в фильтре мы можем подкручивать различные настройки, которые нам интересны. Здесь и количество звезд, и стоимость за выбранный вами период. Нам, например, интересно именно рейтинг. Это то, что мы выделяем для себя. Также есть удобство. Расстояние до центра города, кстати, очень важный критерий, потому что от этого также зависит еще и цена. Удобство в номере, район проживания, и мы выбираем также еще и место, где хотели бы жить, то есть район. И вот он выдает большой список вариантов. Здесь мы уже смотрим, ищем, ориентируемся на то, что приятно нашему глазу, на то, что бы хотели видеть мы. Есть большое количество вариантов. В Стамбуле, мне кажется, вообще, что не дом, то отель. Вот, выбираем. Делаем выбрать номер. Выбираем любой номер. Забронировать. Видим цену, но у нас цена в долларах отображается. Нажимаем следующий шаг, и готово. Жилье забронировано. Все, мы вышли из дома. Вот такие вот навьюченные все просто. С сумками, с рюкзаками. И, ну ладно, что такой кадр будет. У нас начинается сегодня наше долгожданное путешествие. Добрый вечер. Ищем наш гейт. На табло его нет. По времени уже должна начаться посадка. А вот же гейт. Duty Free. Вау. Мы там были. Ну, короче, сейчас не об этом. Может быть, расскажу потом. В общем, ждем гейт. Никто его не объявляет. Что написано? Closed. Закрыта регистрация. Регистрация закрыта. Короче, ждем. Самое главное нам вообще не проворонить свой рейс. Если следующее видео будет из Грузии, значит мы его провороним. С маленькими этими Джек Дэниелс и прочее, значит мы его проворонили точно. Посмотрим. Объясните мне, пожалуйста, почему все люди идут на посадку, вот стоя в очереди, просто в километровой? Константин, почему ты не стоишь в этой очереди километровой? Я что, дурак, что ли? Я посижу. И последними зайдем, когда нас уже объявят. Мы пойдем, да? Да. Короче, мы не будем стоять в этой очереди. Мы посидим здесь.
У меня один вопрос. Почему все стоят? Везде много людей, а мы сидим. Как обычно мы сидим. Как обычно мы сидим. Ну, короче, видимо, мы единственные, кто не боится, что самолет без нас никуда не денется. Ну, он же может сейчас развернуться и обратно улететь. Мы не хотим обратно. Ой, не хотим потом. И побежим первые. Вот и все пока. Теперь, когда никого нет, выходим мы. Thank you, bye bye. Thank you. Ух, привет, Стамбул. Короче, погоду разницы не ощущаю, но... Да. Здесь такая очередь в таможенную зону на паспортный контроль. Тебя выпустили, что ли? Меня пустили. Сейчас я ЕСИМ устанавливаю, поэтому я как будто бы очень задумчива. На самом деле я тут думаю, как это все быстро сделать. ЕСИМ мы приобретаем в приложении Air Allo. Заходим, выбираем нужную страну, смотрим тарифные планы, которые представлены в приложении. Их очень много, от самого минимального до максимального месячного тарифа. Но на самом деле мы приобретаем это временно, только на один день, до того момента, пока не пойдем к сотовому оператору и не купим уже подходящий для нас тарифный план. Единственный момент очень важный, что в этом приложении оплатить вы можете только картой, естественно, картой другой страны, потому что российские карты не принимаются, есть вариант оплатить через PayPal, но мы им не пользовались и, вероятнее всего, тоже может не получиться. Вот такой нюанс. Это я понимаю, duty free. А добираться до нашего отеля мы решили не стандартным способом на такси, а сразу окунуться и понять, как здесь работает метро, потому что здесь очень классные именно транспортные развязки. Насколько мы читали в интернете, как бы постараемся понять сами, подтвердить либо опровергнуть. Вот, поэтому сейчас мы идем в метро. Вот, попробуем разобраться, как это работает, насколько легко приобретать вот эти карточки проездные. В общем, все вам покажем. Блин, только не говорите, что все эти люди в очереди, чтобы сделать билет. Ну вот, пошли дальше, там же еще есть. Мы купили карту. Нет, другая кнопочка. Так, все работает. В общем, это потом сниму, как мы это все активируем, пополняем. Ну, в общем, такая карта, да, я покажу. Такая карта, называется она Стамбул карт. Вот. Пошли мимо банкоматов, точнее, купили транспортные карты. Транспортную одну. Да, одну карту. Ну, говорят, что по одной можно вдвоем проходить по очереди. И вот, потом снимем подробно, как она покупается. Там ничего сложного, в принципе, нет. Разместились. Ехать минут 40. Последний раз мы ездили в метро
Так усердно что ты делаешь? Последний раз мы ездили в метро в Дубай. Да? Оно вообще было классно, нам понравилось, мы им активно пользовались. Но там было вот это жуткое разделение. Ты заходишь в вагон, и ты не понимаешь, а ты зашел в тот вагон, или ты зашел в только женский вагон, или еще что-то. А здесь вообще без проблем. В любой вагон заходишь, как в Казани, как везде, где вот я была. Абсолютно. Такое же метро. Совершенно верно? Я пока не знаю про метро ничего, потом расскажу. Ну, пока ощущения такие же, да. Мы опять едем в метро. Опять. А ты уже сколько метро снял? Кого-то крутать в метро. Мы добрались до отеля. Мы победили всех. Просто шли почти 2 километра то в гору, то вниз. Особенности улиц Стамбула, которые мы еще толком не поняли, но уже походили достаточно. Поэтому сейчас мы отправляемся спать, набираться сил, чтобы с завтрашнего дня начать свое путешествие и длительные прогулки по Батуми. Будет интересный контент, поэтому давайте ставьте лайки, потому что это очень мотивирует создавать новые видео и монтировать. Аделина вот очень тщательно подходит к этому, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь. Все, увидимся завтра. Доброе утро. Чуть меня не убил. Эффектно, да? Раз и мы опухшие. Да, но Отечки сними. несмотря на это, мы выспались. Но по нам не видно, ну ладно. Да, мы набрались сил и готовы гулять по Стамбулу. Сейчас уже утро, мы ждем завтрак. Мы ждем завтрак, да, стамбульский, вернее, турецкий классический завтрак. Подача начала уже радует, смотрите. Да, нам Лепестки. решили не розы. Мне так нравится. Цветочки, да? Это вот прям гостеприимная Турция. Так что мы начинаем этот день. Радует сегодня погода, вот небо. Потрясающее. И будет до 28 плюс. Так что мы греемся, наслаждаемся. Я так вообще, я прям в какой-то эйфории до сих пор. Вот так, да? Классно, кстати. Классно. Так получилось, что мы сняли отель неподалеку от места. Самое первое же место, где можно поесть, это ресторан номер 1 в TripAdvisor. Мы часто выбираем, где перекусить, именно поэтому рейтинг. И зачастую заведение оказывается на самом деле таким, каким оно есть. И вот такое вот место. Подача вот уже радует. Так что попозже, сейчас я вам сделаю видео, что нам принесли в итоге. Завтрак, комбинированный завтрак в Турции. Ну вот нам и принесли наш завтрак. Да нет, сейчас Как нет? заблуждение ведешь. Нет разве? Нет. Ну посмотрим, что будет дальше. Кажется, это было не все. Смотрите, что здесь принесли. Еще продолжают. Ты шакур. Enjoy. Спасибо. Спасибо. If you want, give me, I take. Сыр, картофель, сыр, сухофрукты, омлет, сыр, оливки, моцарелла, овощи и вот разные. Даже нутелла есть. Да, это повидло, варенье. Ну что, началась наша любимая часть. Это часть с животными. Так.
Такой ты забавный, чудак. Я? Нет? Я забавный. Не ты забавный, вот этот забавный парень. Мы поели, наелись, но еще очень много чего осталось. Вот для информации получилось у нас все на 650 турецких лир. Сколько это в рублях и в долларах в левой нижней части. Все, мы успешно покушали, позавтракали. Очень вкусно было все. Не доели, многое что не доели, потому что очень много было разных тарелочек совсем. Но очень вкусно. А сейчас мы идем в торговый центр купить сим-карты. Это самое первое, что нужно сделать. Вообще у нас есть уже eSIM подключен, но там маленький трафик. Возьмем, наверное, гигабайт по 20. Да? Ну, да. Как минимум 10 точно. Расскажем вообще, какие цены на этот трафик. Вообще мы сейчас идем по очень крутой улице. Мы поднимаемся наверх. Непривычно после Батуми, там же все ровно. Да нет, мне кажется, нам помогла жизнь в Сочи, потому что там точно такой же рельеф, то есть вот бесконечные подъемы и спуски. Это, судя по товарищу, который стоит у входа, это турецкая баня. Вот там посередине. Такая вот штука. Идем по улице. Она вся торговая. Просто чего только нет. И самое распространенное, это, конечно же, реплики известных брендов. Чемоданы, кстати, нам нужны были чемоданы. И тут такой дикий просто трафик людей, машин. Причем людей не покупателей, а именно, я так понимаю, самих продавцов. Они вот здесь везде с товаром ездят. В общем, очень много. Так что Стамбул уже особенно такой динамичный город для меня. Из всех, что я видела. А мы снова спустились в метро. Поедем сейчас куда? Мы едем сейчас у меня телефон. Мы едем в торговый центр, самый крупный в Стамбуле. Так, мы проходим. Вот так, сначала прохожу я. Тут же отдаю карточку Константину. И проходит во второй. Верните карточку. Вот, собственно, так мы и ходим. Мы зашли в первый торговый центр. Надо кое-что купить. Много разных магазинов. Скорее всего, здесь много всего есть. Я думаю, найдем все, что нужно будет. Раз, два, три, четыре, пять, 6 этажей. Огромный. Торговый центр Джавахир, если я правильно его произношу. Вот, но сегодня наша цель не шопинг в классическом понимании, да, не одежда, которая здесь просто вот, не знаю, кто-то, может быть, видел в Инстаграме, я выставляла размер Зары магазина. Это 2 этажа, 2. Кинотеатр здесь. Вот, мы здесь, как мы уже говорили, хотим посмотреть
камеру и микрофоны, которые мы искали в Батуми, так и не нашли. И теперь будем искать здесь. Это да. Вот такие маленькие порции на нас Теперь мы двоих. сидим. Просто вот. Так, а где мое кисло-сладкое, соленое, острое и прочее? Вот твое. Tam diğerlerinin etiketinde o yazıyor. Не слишком много кроксов в твоей жизни? Нет. Ладно, надеюсь, эти не будут натирать. Поделишься потом опытом? Конечно. У нас, кстати, неоднозначный опыт по кроксам. Сняли турецкие лиры. Сколько здесь в долларах? В долларах не знаю, здесь 5000 турецких лир. Да. WhatsApp Unlimited. Угу. На этом наш выпуск заканчивается. Сегодня мы походили по торговому центру, по двум даже, стамбульским. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, ну все дела. Потому что начиная со следующих выпусков вы увидите Стамбул. Стамбул красивый. Каждый выпуск будет интереснее следующего. Поэтому На самом деле мы сами ждем эти достопримечательности больше, чем кто-либо. Поэтому будем сами наслаждаться, снимать свои эмоции и показывать вам. Пока-пока. пока.